Привет, на этом канале будем разговаривать о Ютубе максимально честно, потому что у меня накопилось огромное количество опыта за последние 12 лет, которые я пытался в Ютуб, все пытался. У меня за плечами огромная история провалов, фиаско и куча всякого плохого, не очень хорошего и кринжового опыта. Я пытался победить эту историю, но YouTube оказался слишком такой крутой скалой для того, чтобы ее так с наскоку на нее заскочить. Но сейчас причиной для этого видео послужило то, что у меня наконец-таки получилось. Я что-то вот почувствовал, что-то нащупал, и последние вот 4 месяца пока еще пребываю немножечко в таком феерическом состоянии. Я нащупал какой-то результат на Ютубе. И хотел говорить об этом на своем другом канале. У меня их несколько. Вот у меня еще есть канал, там, где мы говорим про заработок на видеостоках, потому что это мой основной источник дохода с 2014 года. Я буду пить чай, не обращайте внимания. Параллельно, потому что я решил попить чайку и заодно записать и высказаться. Короче, я решил завести отдельный канал, где буду делать максимально простые разговорные видео, просто вот выговариваться, просто очень хочется много рассказать про YouTube, гигантское количество мыслей, потому что мы все время с чуваком, с которым я работаю, это креативный менеджер, с огромным стажем, с бэкграундом, который мне помогает с байтами, с обложками, с идеями. Короче, вот этот мой новый канал, на котором получили какие-то уже результаты, и финансовые, и в виде просмотров, ну и все оно одно и то же, да, там приводит к одному и тому же. Вот это полностью его кейс при участии его экспертности вот максимальной и опыте при прикладывании его опыта к моему желанию и целеустремленности мы вот добились каких-то результатов, и мы постоянно друг с другом общаемся в личку, просто друг другу там сообщения по 50 часов записываем насчет Ютуба, про внутрянки, куча всяких там перетираем мифы, теории, как что работает, ему это нравится, мне это нравится, мы решили, почему бы нам не делать все это на отдельном канале, потому что много инфы, которая может быть полезна другим людям, интересно может быть, вот, но здесь будет максимально простой контент, просто садимся, разговариваем, пьем чай или не пьем чай, просто говорим, высказываемся, так что если интересно, вот, сейчас я расскажу немножечко о своем опыте. Я, видите, даже так начал, что я забыл, о чем хотел сказать, потому что на самом деле немного эйфория меня захлестывает. Короче, сразу к главному скажу, что за год ведения канала, год назад я начал очередной новый канал. Мы переехали из Бали в Польшу, мы до этого жили 4 года на Бали. Там у меня супер плачевная, болезненная история с 3 годами, просто вел, очень упарывался, старался, что вот прям потел, чуть, короче, не лопнул, чуть не обосрался от того, как я там старался сделать этот YouTube, потому что я, как я уже сказал, мы зарабатываем видео, то есть я люблю снимать, я умею снимать, немножечко понимаю в этом. Не то чтобы прям суперспециалист, но тем не менее это позволяет нам жить, зарабатывать на этом уже 10 лет. И я люблю монтировать, создавать такие видеоистории. Вот я об этом везде рассказывал, жаловался, плакал уже. Ай-яй-яй, меня YouTube не любит, не понимает, короче. И вот это все свои желания, все свои умения и возможности, вот всякие камеры, вот эта вся история. Используя рабочие футажи, на которых мы зарабатывали, я создавал там такие крутанские истории про Бали, про жизнь на Бали, но не шло вот от слова совсем, вот просто не шло. На это тоже есть огромное количество теорий у нас вот с моим другом Русланом, о котором я уже говорил, который будет на этом канале вместе со мной вести этот канал и рассказывать кучу полезностей из аналитики, из внутрянки. Вот он такой человек больше аналитический, а я больше такой типа креатор, творческий человек, который любит делать YouTube. Вот. Много можно об этом говорить, почему, какие причины, и у меня есть отдельный вот в контент-плане название, видос, типа, какие ошибки вот я за вас их совершил, и вот хочу рассказать тонну ошибок, которых не стоит совершать, открывая новый YouTube-канал или собираясь просто там штурмовать YouTube вообще в целом. Так вот, возвращаемся. Видите, немножечко хаотичные у меня мысли, но будет идти так, как будет идти. Короче, смысл в том, что
все-таки мы вот после этого балийского переехали сюда, я открыл новый канал, мне хотелось сделать все-таки тоже максимально простым, снимал практически все на телефон поначалу, вот, и я его сделал таким просто как разговорка, знаете, просто вот выговариваться, что-то какое-то влоги, непонятно зачем, особенного даже смысла я не понимал, что я с ним хочу, от него хочу и хочу ли от него что-то. Но как обычно в жизни происходит, вот, когда ты расслабляешься, когда ты перестаешь долбиться просто в стену башкой, отходишь немножечко в сторонку, смотришь, на то, куда ты хочешь пройти, анализируешь свои предыдущие действия, ну и как-то каким-то, не знаю, пытаешься пойти другим путем, да. Точно так же произошло и здесь. В общем, год я его так на релаксе вел, мы тут покатались по Польше, пожили, немножечко там всякие свои рефлексии тоже записывали, ну такие влоги, вот телефонные влоги классические. Вот, и получается, через полгода такого абсолютно расслабленного ведения канала. Я не понимал, что, как, зачем. Происходит видео, которое, ну, как принято, как это на сленге, да, соцсетей, залетает. Оно залетает. Вот. Сейчас оно набрало 130 тысяч, и с него начался рост. Самое забавное, что оно залетает на польскую аудиторию, хотя я говорю на русском. Вместе с этим и как раз вот, за месяц до этого я только-только вышел на эту партнерскую, подключил эту AdSense, в общем, вышел на монетизацию, да, но я про монетизацию особо-то и не рассчитывал, потому что мы люди из русскоязычного сегмента и Ютуба, и в целом интернета как-то принято считать, что монета для нас это так априори такая странная штука, либо ты делаешь какой-то там на английском, либо ты делаешь на русском, но там монетизация другая. Совсем не аценсовская. То есть как бы я об этом и не думал. Но тут случается, что это Польша, и пошла монета, и пошли какие-то деньги. То есть это там не какие-то суммы гигантские, повторюсь, у нас все максимально честно. Я сейчас не буду вас тут закидывать фейковыми скринами, что я там, вау, 40 тысяч долларов в секунду заработал, ребята, делайте как я, там, давайте купите мой говнокурс очередной, да, и все такое. Вот. Нет, пошли какие-то первые 50, 70, 100 долларов, но это, ты понимаешь, то есть как я смотрю на такие суммы? Это то же самое у меня было на видеостоках. Я рассказывал на канале, где у нас там есть и обучение, информация по тому, как зарабатывать на видео, что когда я увидел первую вот эту сумму, ты думаешь, не то, что типа мало или много. Вот у меня сразу оценка не так срабатывает, а сразу мгновенный расчет перспективы. То есть я сделал видео, которое принесло мне там 70 долларов, значит, я могу сделать 10 таких видео, это будет 700 долларов. Примерно, да? Ну и по такой же, либо сделать 1000 таких видео и купить себе виллу, да, поехать на Бали, вернуться. Ну, что-то такое. Короче, вот именно расчет перспективы. Короче, сейчас я покажу вам скрин, где тут, не знаю, в общем, где-то здесь будет, сейчас выведу скрин доходов вот за последние, сколько там, 4-5 месяцев. Это вот столько приносит мне YouTube-канал, которому вот сейчас март 2025 год. Видите, какая аналитика? Вот смотрите, март, кстати, обратите внимание на цифру за март, последнюю сверху, да? И это только сейчас середина марта. На момент записи это только 15, и на момент того, как я сделал скрин, вот только половина месяца. Обалдеть. То есть я о таком даже мечтать не мог, что прямо зарабатывать на монете. Это супер круто. Хотя до этого, вот я уже упоминал балийский канал, он у нас не шел. Ну, я там вообще мечтать, хотя он подключен к AdSense, он уже давно выведен на монетизацию, там какие-то копейки капают, я даже никогда не смотрел. Вот. Но мы приехали сюда, я его все равно год веду. Очень неактивно, но тем не менее. И там, кстати, случился тоже вот прострел буквально 3 месяца назад. С чем связано, не знаю, но у нас там были паузы большие. Там забавная отдельная история, я про это сделал отдельное видео, и там сейчас тоже идет какая-то монетизация. Но это отдельная история. Но тот канал балийский я тоже монетизировал, особенно активно, когда мы жили там. То есть роста не было большого притока аудитории, но все равно была какая-то аудитория.
И все равно как-то по поиску канал, то есть не был заблочен, канал не был где-то там в каких-то банах, страйках или еще что-то, не было никаких жалоб на него, но просто YouTube его массово не раздавал. Вот как бы я ни делал, люди, которые приходили, смотрели его и говорили: вау, классный контент, вы так душевно делаете, у нас там мы с семьей, с детьми жили на Бали, мы делали красивый, добрый, качественный контент с хорошей картинкой, то есть максимально вот такая вот история была, но вот что-то не было роста, но как бы и совсем мертвым он тоже не был, и мы его монетизировали, но не вот этими классическими аценсовскими всякими штуками. YouTube чем прекрасен? Тем, что у него гигантское количество инструментов монетизации, ну, гигантское, я так сказал, ну, большое количество, скажем так, очень много разных разновидностей способов монетизировать YouTube. И даже начинать его нужно уже с конкретным пониманием, на что ты хочешь нацелиться. То есть это вот буквально за все 10 лет у меня вот оно примерно понимание сложилось. Сейчас вот я встречаюсь с друзьями, я понимаю, кому нужен YouTube как и какой. Вот. У меня же проблема все это время была с YouTube такая, что я просто люблю его делать, я люблю создавать видео. И самый сложный вид монетизации — это как раз-таки вот этот, особенно для русскоязычного чувака, это вот AdSense. Но вот так совпало, что вот в Польше у нас вот произошла вот такая штука, я показывал уже скриншот, это реальная сумма, то есть и перспектива сразу очерчивается, ты понимаешь, о чем вообще идет речь и на что можно рассчитывать. И это самое крутое. Короче, это видео будет вводным, таким простым. Вот я рассказал, вот результат, кейс, что действительно можно. Но, конечно, не все так просто. Мы с этим чуваком, с Русланом, который помогает мне, вот этот польский канал, полностью его кейс от начала до конца, вот можете... Я, кстати, ссылку оставлю на канал в описании, если кому будет интересно, просто посмотреть просмотры с первого видео по сегодняшний день, какая была динамика и так далее. В общем, все это вот так вот произошло, достаточно неожиданно, и не рассчитывал я на такую монету, но она пошла, и вот я теперь понимаю, что куда работать. То есть теперь вот хотя бы есть какой-то вектор, я могу наконец-то, уже закосав рукава, начать работать. Этот канал будет полностью в режиме онлайн освещать наши успехи и провалы. Огромное количество тем, просто гигантское количество тем из своего опыта хочется рассказать. А хочется рассказать, потому что, как я и говорил, я просто люблю, мне нравится этим заниматься. Но еще больше, чем сниматься самому, мне нравится вот монтировать, создавать истории. Но выговариваться для меня это просто тоже вот в некотором роде терапия. До всего дойдет очередь, мы обо всем расскажем по порядку. Кому интересен YouTube, оставайтесь. Мы здесь, как я сказал, будем с Русланом, это креативный менеджер, который работал с миллионниками в больших продюсерских студиях, у него огромный опыт. Он видел внутреннюю кухню, аналитику больших каналов. У него так же, как и у меня, просто горит от этого Ютуба, ему нравится, но ему нравится вот эта вся внутрянка, аналитика. Вот мы будем с ним тут вам рассказывать честно, максимально честно, без приторного говна вот этого. Знаете, вот как вот это, кстати, отдельное видео будет, типа: ой, боже, начни себя снимать. Видели вот эти видосы, которые просто завален сейчас? Начни уже наконец-таки себя снимать. Заведи уже наконец-таки YouTube в 2025 году. Нет, подумайте 100 тысяч раз, потому что я 10 лет в эту хрень пытаюсь, и это все может привести вас там до выгорания, до безумия. Если вы точно не понимаете, зачем вам YouTube, то не начинайте его. Но есть определенные люди, которым просто YouTube необходим, и они просто об этом не знают. Об этом тоже мы будем здесь говорить. Короче, не знаю, с кем разговариваю, пока вот в самым первым нашим зрителям, который придет на этот канал, вот тебе привет. Все, давай. Впереди очень много. Все, ты, в общем, давай оставайся, а я пойду допивать чай и загружу вот это видео, потому что надо же с чего-то начинать.